Какая-то это Мия по знаку зодиака. Козерог. А верно. Весы. Yeah, see, like, look at how excited Rose is. On January 7th, we're kicking the new year off with a collection that celebrates the work of acclaimed Japanese horror manga artist Junji Ito. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Ну, конечно же, есть. И у Сары есть. Ooh, chat. First up, we got the spirit. И у Джона. Oh my god. Wow, the sound sounds amazing. А вот у тебя Сянзяо не будет. 28 ноября разработчики нашей с вами любимой игры Dead by Daylight игра хуйни проводят стрим в честь выхода новой главы. Собачек любишь? С собачками не больно. Где вдобавок анонсят коллаб с Дзюнзи Ито, японским художником, а точнее мангалом. Блять, каким мангалом? Ты, Девять, ты что, совсем долбоеб? Естественно, как и у каждого уважающего себя мангаки, у него также есть и аниме, созданное на основе его произведений. Блять, ну это логично, да? И в общем-то это все, что вам нужно знать, чтобы быть в теме. Должен сказать, я очень давно мечтал о встрече с тобой. В общем, как уже было сказано, скинчики анонсировали, и игрокам оставалось только дождаться, сохранив в целости хотя бы один волос на сраке. И вот, когда день X все же наступил, я, как и многие, поспешил, так сказать, приобщиться к искусству мастера, что, к слову, удалось сделать мне, но не удалось сделать моему тиммейту. Ебать, ты видел, блядь? Пиздец, Лиза, когда ты научишься играть уже? Да иди ты нахуй. В ее внутриигровом магазине эти скины попросту не появились, и мы подумали, что это либо косяк со стороны разработчиков, либо само обновление установилось как-то неправильно. Тогда я еще и подумать не мог, что в то же время с подобной проблемой столкнулось куда больше игроков, что все это обратится в скандал ебудячих масштабов. Ибо в дальнейшем некий пользователь DBD Reddit под абсолютно незнакомым мне никнеймом публикует пост, в котором делится возникшей у него проблемой. Короче, меня behavior изначально, вот буквально 2 дня назад, получается, или 3 уже, 3 дня назад вышла коллекция Дзюнзи Ито, да, 7 числа. Уже 4, блядь, дня назад. 4-5. 4 дня. Я зашел нахуй, с Epic Games, блядь, думаю, сейчас, блядь, посмотрим, типа, есть ли у меня скины. У меня они были в магазине. Думаю, найс, блядь, куплю себе, нахуй, скин на художницу, блядь. В качестве пруфа у меня есть баннер, блядь. Типа, у меня аккаунт, очевидно, не взломанный, блядь. И вот, у меня есть баннер. Смертоносный кошмар, созданный Дзюнзи Ито, который дают за покупку вообще любого скина, блядь, типа. И вот, короче, в чем прикол, блядь. Скина, как и любой коллекции, нахуй, у меня нет, блядь. А знаешь почему? Короче, я купил скин на художницу, попытался купить скин на Кейту, мне дало ошибку, нахуй, коллекция пропала, блядь, с магазина, и вот самое, нахуй, начинается интересное. Клетки с меня сняли, блядь, за покупку скина нет, клеток нет, блядь, я пишу в поддержку, по итогу, знаешь, что они мне ответили? Говорят, а нахуй пойти не хочешь, блядь? Мы что, виноваты, блядь? Пососи. Как многие уже знают, по итогу оказалось, что данная коллекция скинчиков имеет региональные ограничения. Причина этому нигде не была озвучена официально, но большинство игроков сходятся во мнении, что сам Дзюнзи Ито, видимо из-за своих политических взглядов, не дал добро на распространение этих скинов в тех странах, которые ему попросту не нравятся. Но по какой-то причине сами разработчики не удосужились об этом сообщить заранее, что впоследствии привело не только к негодованию со стороны тех игроков, которым не повезло родиться и жить в стране из черного списка, но и к проблемам с тем, что у многих игроков из тех самых очень нехороших стран по какой-то причине эти скины все же появились в магазине, что дало им возможность потратить на них деньги. Потратить деньги, чтобы вместо скинов получить лишь баннер. Таким образом, behavior оказались, что называется, между молотом и наковальней. С одной стороны, злые игроки, у которых просто не оказалось скинов в магазине, а с другой игроки, которые купили недоступные в их стране скины, но не имеют возможности их использовать, которым вдобавок не возвращают клетки, ибо скины-то куплены. Ебало мое представил, да? Мне, блядь, поддержка говорит, что мы тебя киданули нахуй на золотые клетки. Короче, по итогу, да, я там выкатил пост на Reddit 865 тысяч просмотров собрал, блядь. И все в ахуе, блядь, что behavior могут так сделать, типа, и заскамить, блядь, по сути, на золотые клетки. На фоне всего множество игроков побежали ставить игре плохие отзывы в Стиме, а некоторые сообщили, что вся эта ситуация их настолько оскорбила, что стала причиной того, что они даже удалили игру. К слову, до того, как Яша создал пост, западная комьюнити даже не было в курсе подобных проблем и ограничений, что, впрочем, и не мудрено, понятно почему, да? Сам пост набрал кучу просмотров и комментов поддержки от людей, которые тоже оказались
оказались в подобной ситуации, и тех, кому повезло в ней не оказаться. Ну и вдобавок несколько западных ютуберов также рассказали обо всем этом в своих видео, что в конечном итоге позволило привлечь к данной проблеме еще больше внимания. Короче, да, я там, блять, ну, охуевшую суету навел, блять, на Западе. Если честно, у меня довольно двоякое мнение о произошедшем. Во-первых, с одной стороны, у Дзюнзиита, как у правообладателя, есть полное право поступать так, как ему вздумается. С другой, я помню, как сам с момента анонса его скинов пускал слюни от ожидания, и вполне возможно, не будь я счастливым обладателем, так сказать, казахстанского гражданства, мне было бы также досадно от всей этой ситуации. Да это ебаная подстава какая-то, блин. Во-вторых, весьма странно, что о каких-либо ограничениях на скины не было объявлено еще в момент анонса. Есть ощущение, будто разработчики были поставлены перед фактом самим Дзюнзи в самый последний момент. Это, возможно, хоть как-то объясняет ситуацию с, по всей видимости, багом магазина. Я думаю, что изначально об ограничениях речи не шло, но затем, внезапно, когда Дзюнзиита вышел из офиса разрабов с целью, ну, допустим, подышать дымком, да, на него из-за угла напала стая собак, и там были все, нахуй, и русские, и украинские, и китайские собаки. Израильская собака там стояла на шухере, румынская собака. Блять, у меня точно больше нет идей. В общем, в связи с этим досадным недоразумением, он вернулся в офис и объявил об ограничении на доступ к своим скинам в тот момент, когда коллекция уже была добавлена в магазин. Во всяком случае, в эту версию событий мне верится куда больше, чем в то, что игроков действительно захотели обмануть на деньги таким вот наглым образом. Хотя, если бы Мэтью действительно захотел кинуть это комьюнити и уже был бы на полпути в какую-нибудь Испанию, я бы его, наверное, даже понял. Мэтью, раньше за убийц было весело играть, а теперь это не так. Что ж, может, тебе стоит поиграть за выживших. Но вот то, что пострадавшим игрокам было отказано в возвращении их золотых клеток, действительно вызывало вопросы. Ибо клетки являются внутриигровой валютой, которую, как нам казалось, они могут накрутить без каких-либо проблем. Так почему же они этого не сделали? Буквально нет ни единой причины, почему они не могут, блять, вернуть мне клетки! Я сделал второй тикет с вопросом, куда делись нахуй мои золотые клетки. И мне типа поддержка на второй тикет уже ответила, мол, скин-то у тебя нахуй на аккаунте есть. Есть у тебя скин на аккаунте, но... Есть одно но, да? Скин, блядь, недоступен у тебя в регионе, блядь. Ну, он есть, он буквально у тебя на аккаунте. Но ты не можешь его использовать пока что. Ты его купил, блядь, воспользоваться им не можешь. Возвращения клеток не будет, нахуй. Мы, короче, подумали, так, знаешь, типа, говорит, и возможно в следующем патче, возможно уже, ну, там, не в следующем, в следующих, мы тебе поправим эту проблему, и ты сможешь использовать скин, который купил. Буквально есть вероятность где-то процентов, ну, я бы сказал, 60 на 40 где-то, что, ну, это, скорее всего, автоматический ответ от бота. На самом деле, до того, как эта ситуация получила своеобразный хэппи-энд, о чем я поведаю дальше, я был абсолютно убежден, что вероятность того, что разработчики все же вернут Яши или кому-либо еще клетки, крайне мала. Возможно, они думали, что если бы они это сделали, и если бы ограничение на скины Дзюнзиита было бы снято, это бы означало, что игроки бы получили и скины, ибо технически те уже привязаны к аккаунту, и сами клетки, что на них потратили. А значит, игроки получат эти скины бесплатно. И да, я знаю, что вы скажете, что это всего лишь клетки, и что сами деньги и так останутся у разработчиков, но тем не менее, клетки это все еще валюта в игре, и она тоже стоит денег. И то, как именно разработчики выкрутились из ситуации с Яшей, лишний раз доказывает это. Го на киллерах, го. Хочу на киллерах пощупать. Там скин не да... Это мне? Коллекции нет, а скин есть. Вы прикиньте, я реально единственный украинец, у которого, скорее всего, этот скин есть. Честным путем полученный, блядь. Лишь бы не отобрали. Учитывая, что вся остальная коллекция так и осталась недоступна, как для Яши, так и для остальных игроков хотя бы его региона. Учитывая, что из всех игроков, столкнувшихся с данной проблемой, свой скин получил только один, можно сделать вывод, что Behavior не удалось убедить Дзюнзи снять ограничения. И поскольку они продолжают отмалчиваться, не давая никаких комментов по этому поводу, нам остается лишь гадать о том, неужели Behavior настолько сильно было жаль начислить игроку ну немножечко клеток, что казалось единственным возможным способом хоть как-то сгладить углы, что вместо этого они предпочли анлокнуть ему доступ к запрещенному скину, тем самым нарушив обязательства перед Дзюнзиита. Представьте просто, насколько это теперь выглядит странно в глазах, блять, других людей, у которых этого скина нет. Также нельзя оставить без внимания тот факт, что остальные
игроки, потерявшие свои клетки, все еще не получили ни компенсации, ни скинов. И все это выглядит так, будто Behavior действительно считают, что вернув скин всего одному игроку, который громче всех пожаловался в интернете, они решили проблему. Уж не знаю, изменится ли что-нибудь на момент публикации этого видео, но наблюдая за всем этим, я в очередной раз понял, насколько же сильно я люблю эту игру и ее разработчиков. Ибо что бы они ни делали, и как бы сильно не менялось бы ДБД, это всегда будет рождать инфоповоды и лютую тряску комьюнити. Бля, я в ахуе, честно. Я реально не ожидал. Они не наебали. Лучшие разрабы, бля, господи. Ну а каждый лайк под этим видео — это +1 адекватный тиммейт тебе в катку. Ну и советую все-таки подумать о переезде в лучшую страну на свете, понимаешь, да? Я пока пойду куплю себе еще один скинчик из новенькой коллекции. Хотя, погодите-ка, а куда это у нас подевались? Доказательств нет, еще и забанят, блядь, точно. Скажут, ты там что, блядь, обход нахуй пытался, блядь, какой-то сделать, чтобы скины купить, блядь? Ты, сука, пытался? Нет, не так, чат. Ты, сука, пытался нас наебать, потратить у нас деньги.